Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. Часть первая. Исчезновение. Вера смотрела на пустую кровать и не могла вспомнить, когда в последний раз моргала. 7 утра. Каир. Солнце уже жарило сквозь жалюзи. Полосы света ложились на пол, как раскаленные лезвия. Кровать Алисы была пуста. Простыни сбиты, подушка на полу. Но девочка ушла не сама. Дверь была заперта изнутри. Отец Алисы, Андрей, стоял в дверях, сжимая телефон. Он работал иностранным корреспондентом. Привык к хаосу, к взрывам, к панике. Но не к этому. Не к тишине, которая остается, когда ребенок исчезает из запертой комнаты. «Ее нет», — сказала Вера. Голос был чужим, плоским. «Андрей, ее нет». «Я вижу». «Где она?» Он не ответил. Он смотрел в окно. Оно было закрыто. На дверь. Она была заперта изнутри щеколдой. На стены. Гладкие, белые, без единой трещины. Лиса исчезла так, будто ее никогда и не было. Полиция приехала через 20 минут. Египетские детективы хмурились, курили, задавали одни и те же вопросы. «Вы уверены, что она не вышла сама? У вас были враги? Муж, вы делали репортажи об экстремистах?» Андрей молчал. Он знал, это не экстремисты. Это было что-то другое. Что-то, что он видел краем глаза за 3 дня до исчезновения. В тот вечер Алиса сидела на полу в гостиной и рисовала. Андрей подошел посмотреть. Девочка всегда хорошо рисовала, но на этот раз на листе была не кошка и не домик. Был человек, худой, с длинными руками, с головой, повернутой под неестественным углом. Вокруг него черные линии, похожие на трещины. «Кто это, Алиса?» «Она», — ответила девочка, не поднимая головы. «Кто она?» «Та, кто придет за мной. Она живет под землей. Очень давно. Ей нужны дети, папа, потому что она не может родить сама». Андрей тогда подумал: кошмар, плохой сон. Дочке 5 лет, у нее богатое воображение. Он забрал рисунок, сказал: «Не рисуй такое больше», и ушел на работу. Он не знал, что Алиса нарисовала себя, только взрослую, с черными глазами. Поиски длились 8 лет. Вера вернулась в Москву через месяц. Не могла оставаться в квартире, где из каждой стены на нее смотрело отсутствие Алисы. Андрей остался еще на полгода. Объездил всю пустыню, от Каира до Асуана. Платил информаторам, которые кормили его ложью. Спал с револьвером под подушкой. Потом сдался, вернулся в Москву. Они с Верой больше не жили вместе. Слишком больно было смотреть друг на друга.
Развелись тихо, без скандалов. Вера забрала младшую дочь, Катю, которая родилась за год до исчезновения Алисы. Андрей остался один в двухкомнатной квартире на окраине. Они не говорили об Алисе никогда. Имя девочки стало клятвой, которую нельзя произносить вслух. На 8-й год после исчезновения позвонили из полиции. Андрей не взял трубку, подумал спам. Перезвонил через час. «У нас есть информация о вашей дочери», — сказал голос на том конце. «Она жива». Андрей выронил телефон. Часть 2. Возвращение. Ее нашли в обломках самолета, который потерпел крушение в Сибири. Грузовой рейс из Египта в Китай. На борту несколько контейнеров с археологическими артефактами. Самолет упал в тайге, в 100 километрах от ближайшего города. Спасатели нашли 4 тела и одну живую. Девушка, лет 13-14 на вид, русые волосы, серые глаза, родинка над губой. Точная копия Алисы. Вера опознала ее по видео через 3 минуты. «Это она», — сказала Вера. Голос дрожал. «Андрей, это она». Ей было 5, теперь ей 13. Где она была 8 лет? Неважно, она жива. Андрей хотел возразить. Хотел сказать, что люди не исчезают на 8 лет и не появляются в обломках самолета без единой царапины. Хотел спросить, почему в багажном отсеке, где нашли Алису, был древний саркофаг с мумией. Но он посмотрел на экран телефона, на лицо девочки и забыл все вопросы. Она была жива, она улыбалась. Улыбка была странной, слишком широкой, слишком безумной. Но Андрей убедил себя, что это шок. 8 лет в плену. Конечно, она будет странной. Они встретили ее в аэропорту Внуково через 3 дня. Алису сопровождал полицейский из Египта и следователь из СК. Девочка шла медленно, разглядывая потолок, людей, свет, как будто видела все это впервые, или как будто вспоминала. «Алиса!» Вера подбежала к ней, упала на колени, обняла. Девочка не обняла в ответ, стояла прямо, как солдатик, но улыбалась. «Здравствуй, мама!» — сказала она голосом, который был одновременно детским и чужим. «Я скучала». «Где ты была, доченька? Кто тебя забрал?» Алиса наклонила голову. Движение было слишком плавным, будто у нее в шее было не 7 позвонков, а больше. «Я была внизу», — сказала она, — «в темноте. Со мной была женщина. Она учила меня». «Чему?» «Как возвращаться, как забирать, как становиться другой». Вера не поняла. Андрей понял слишком много. Он видел ее рисунки. Он помнил черные линии на бумаге, человека с неестественной головой. Он чувствовал то, что стояло перед ним, было не только Алисой. Но он молчал, потому что хотел верить. Часть 3. Дом. Андрей настоял, чтобы Алиса пожила у него. Вера не спорила, у нее была Катя. А Катя боялась сестру. Не могла объяснить почему, просто боялась. «Она странная», — сказала Катя, когда Вера предложила поехать к отцу. «У нее глаза, как у мертвой». «Она просто устала, Катя». «Нет, она смотрит на меня и улыбается, но внутри нее кто-то другой». Вера не поехала к ней, она осталась дома с младшей дочерью и всю ночь не спала, глядя в потолок. Андрей привез Алису в свою квартиру на окраине. Двушка, старая мебель,
запах табака и одиночества. Девочка прошла по комнатам, трогая стены, диван, подоконник, как слепая, которая учится видеть. «Здесь пахло по-другому», — сказала она. «Что ты помнишь?» «Все. Расскажи». Она села на пол, скрестив ноги. В свете настольной лампы ее лицо выглядело восковым, слишком гладким, слишком бледным. Та женщина приходила ночью. Я спала, она стояла у моей кровати. Черное платье, длинные руки. Лица не было, просто кожа. Но она улыбалась. Я чувствовала улыбку. Кто она? Не знаю, но она называла меня дочкой. Она говорила, что я особенная, что она ждала меня 1000 лет, что я та, кто сможет ее принять. Принять? Внутрь. Алиса постучала пальцем по грудной клетке. Сюда, в тело. Она не может родиться сама. У нее нет плоти, только кости и песок. Но если кто-то позовет ее, если кто-то пустит... «Ты пустила?» Алиса посмотрела на отца. На секунду ее зрачки стали вертикальными, как у змеи, потом снова круглыми. «Не я», — сказала она. «Бабушка, в той жизни». «Какой жизни?» Девочка замолчала, улыбнулась и начала петь на языке, которого Андрей не знал, древнем, гортанном, с придыханием. Песня звучала как молитва или как заклинание. Ту ночь Андрею приснился сон. Он стоял в пустыне под черным небом. Вокруг песок, кости, обломки статуй. Перед ним саркофаг, открытый. Внутри не мумия, внутри Алиса, только старшая. Лицо взрослой женщины, тело в бинтах, глаза закрыты. Она открыла глаза. «Ты звал меня, папа», — сказала она. «Я пришла». Андрей проснулся в холодном поту. Часы показывали 3:47. Коридор был темен. Из комнаты Алисы доносился шорох, будто кто-то водил пальцами по стене. Он встал, подошел к ее двери, приоткрыл. Алиса сидела на кровати, лицом к стене. Ее голова была повернута под углом, который человек не может выдержать без перелома шеи. Она что-то шептала, и на стене прямо перед ней выступали трещины. Не в обоях, в самой реальности. Черные линии, расходящиеся из одной точки, туда, где у девочки были глаза. «Алиса!» — позвал он. Она повернулась. Голова вернулась в нормальное положение. Трещины исчезли. Девочка улыбнулась. «Все хорошо, папа. Я просто разговаривала с ней». «С кем?» «С той, кто внутри. Ей тесно. Она хочет выйти. Но я не пускаю. Пока». «Не пускай», – прошептал Андрей. «Я стараюсь». Алиса наклонила голову, и в свете ночника он увидел ее руки. Кожа на них была сухой, потрескавшейся, как старая земля. С-под ногтей сочился черный песок. «Что с твоими руками?» «Она пытается выбраться через меня. Скоро у нее получится». «Что тогда?» «Тогда она станет мной, а я стану ею, и мы пойдем искать других детей». Андрей закрыл дверь, запер на ключ, сел на полу коридора и не двигался до утра. Часть 4. Расследование. На следующий день Андрей поехал в архив. Он использовал старые журналистские связи, чтобы получить доступ к материалам об исчезновении. Египетские полицейские отчеты, отчеты об авиакатастрофе, данные о контейнере, в котором нашли Алису. Саркофаг принадлежал женщине. Ее имя было стерто временем, но египтологи предположили, что это была жрица культа Амита.
древнего пожирателя сердец. Женщина жила в эпоху 12-й династии. Ее похоронили не в пирамиде, не в гробнице. Ее заживо замуровали в пещере за то, что она пыталась воскресить мертвого ребенка, своего собственного, с помощью ритуала, который древние тексты называли переходом. Переход означал одно: дух жрицы мог вселяться в тела детей, не в любых, тех, кто родился в определенный день под определенной звездой, тех, чья душа была пустой, без сильной воли, без защиты. Алиса родилась именно в такой день. Ее душа не умерла, объяснил профессор, к которому Андрей пришел на консультацию. Она просто ждала 1000 лет. Амит дал ей обещание. Она получит новое тело, если найдет ребенка, который позовет ее во сне. Алиса позвала? Или ее позвали? Ваша теща, например. Вы говорили, она была увлечена эзотерикой? Андрей замер. Его теща, мать Веры, умерла за 2 года до исчезновения Алисы. Она коллекционировала древние артефакты. И у нее была статуэтка. Женщина с головой крокодила. Амит. Она не просто увлекалась, прошептал Андрей. Она была частью этого. Профессор кивнул. Тогда ваша дочь никогда не была в безопасности. Ее забрали не люди. Ее забрала та, кто ждала в песке. И теперь она вернулась. Не одна. С тем, кто живет внутри. Андрей вышел из кабинета. В кармане завибрировал телефон. Сообщение от Веры. У Алисы судороги. Приезжай. Когда он приехал, девочка лежала на полу в гостиной. Ее тело выгибалось дугой. Рот был открыт, но из него не выходило ни звука. Глаза закатились. Изо рта шел песок, мелкий, черный, как перемолотое стекло. «Я вызвала скорую», — сказала Вера. Она упала час назад. Сказала: «Мама, она выходит». «Кто?» «Не знаю, но потом». «Андрей, потом она встала на четвереньки и заговорила чужим голосом, старым, с хрипом. Она сказала: «Я ждала всех вас, особенно тебя, Вера, ты похожа на мою мать». Андрей опустился на колени рядом с дочерью, погладил ее по голове. Волосы были жесткими, как пакля. «Алиса, ты меня слышишь?» Девочка открыла глаза. Белки были черными, не красными, не желтыми, а абсолютно черными, как пустота. «Ее больше нет», — сказала она голосом, в котором трещали тысячелетия. «Есть только я». Скорая приехала через 10 минут. Врачи консультировали эпилептический приступ, сделали укол диазепама, увезли в больницу. Анализы показали, что в желудке Алисы песок, тонны песка, хотя она не ела ничего, кроме бульона, за последние 2 дня. Черный песок, как из пустыни, как из саркофага. Часть 5. Переход. В больнице Алиса лежала 3 дня, не открывала глаз, не отвечала на вопросы. Мониторы показывали, что сердце бьется, мозг активен, но девочки в теле больше не было. «Это кататония», — сказал врач. «Психогенный ступор. Может пройти через неделю, может через месяц». «А может не пройти?» — спросила Вера. Врач не ответил. Андрей не верил в кататонию. Он верил в ритуал. Он нашел профессора снова. Нашел старые тексты. Нашел способ. «Есть один вариант», — сказал профессор. «Древний, опасный. Вы должны запечатать ее душу обратно. Не Алисы, той другой, жрицы. Если вы сможете провести обряд изгнания, она покинет тело». «Как?»
Вам понадобятся ее останки. Мумия. Она в том же контейнере, что и ваша дочь. Саркофаг изъяли следователи. Он на складе вещдоков. Вы должны достать его. И вы должны принести жертву. Какую? Кровь. Профессор помолчал. Кровь той, кто связан с ней кровно. Вашей бывшей жены или вашей младшей дочери. Андрей побледнел. Вы предлагаете мне принести в жертву Катю? Я предлагаю вам выбор. Без него ритуал не сработает. Жрица не уйдет. Она останется в теле Алисы, а потом перейдет в других детей. Катю, например. Ту ночь Андрей не спал. Он сидел в машине у больницы, смотрел на окно палаты, где лежала Алиса, или то, что было Алисой. Вера сидела рядом. Они не говорили. Наконец Вера сказала: «Я знаю, что ты узнал. Я чувствую. Это моя кровь нужна?» «Да. Возьми. Вера. Она моя дочь, Андрей. Обе мои дочери. Если можно спасти хотя бы одну, я сделаю это. Даже если придется умереть». Они обнялись. Впервые за 8 лет. На следующий день Андрей угнал со склада вещдоков саркофаг. Это было безумие, он понимал. Но безумие закончилось 8 лет назад, в Каире, когда Алиса нарисовала человека с черными глазами. Он привел саркофаг в пустой цех на окраине города. Вера пришла с ним. Она принесла нож. Ритуал длился 3 часа. Андрей читал заклинания на древнеегипетском. Он выучил их наизусть, повторяя в машине, под душем, очереди в больнице. Вера сидела на полу, положив руку на саркофаг. Из динамиков телефона лилась музыка, старые записи, которые профессор назвал «зовом Амита». «Готово?» – просил Андрей. Вера кивнула. Она сделала надрез на запястье. Кровь потекла на крышку саркофага. Дерево зашипело, будто впитывая. Саркофаг открылся. Внутри лежала она, женщина, 1000 лет. Кожа серая, как пергамент, глаза впали, но рот был открыт. В крике, который не смог вырваться. На груди амулет с головой крокодила. «Аммит! Заклинай!» – прошептала Вера, зажимая рану. Андрей закричал слова, гортанные, древние, полные боли. Он не знал их значения, но они жгли язык, как кислота. Из саркофага поднялась тьма, не дым, не пар, черная, густая, живая тьма, которая ползла по полу, ища выход. Она нашла Веру, вошла в нее через рану. Вера закричала. «Она вошла в меня!» Заорала она внутри. «Делай, Андрей!» «Что делать?» «Запечатай ее в саркофаге, захлопни!» Андрей захлопнул крышку саркофага. Тьма в комнате рассеялась. Вера упала на пол без сознания. На ее запястье вокруг пореза появилась черная татуировка. Иероглиф, который профессор назвал печатью Амита. Жрица ушла из Алисы. Она вошла в Веру. Когда Алиса очнулась в больнице через час, она была с собой, плакала, звала маму, не понимала ничего. А Вера, когда открыла глаза, улыбнулась. Улыбка была не ее. «Привет, Андрей», — сказала она голосом, в котором тысячелетия трещали, как сухие кости. «Я обещала твоей теще, что вернусь, и я вернулась. Теперь я здесь, навсегда». Эпилог. Андрей забрал Алису из больницы. Они уехали в другой город. Он не рассказывал ей, что случилось с матерью. Сказал, мама уехала в командировку. Надолго. Веру положили в психологическую клинику.
Диагноз – диссоциативное расстройство личности. Врачи не знали, что личность, которая проснулась в теле Веры, была старше египетских пирамид. Иногда Андрей навещал ее, сидел напротив, через стекло. Вера улыбалась, той улыбкой, широкой, слишком безумной, чужой. «Ты не сможешь держать меня здесь вечно!» — шептала она. «Я выйду, я всегда выхожу, и тогда я найду других детей, особенных, как Алиса, как Катя. Я убью тебя», — сказал однажды Андрей. «Ты не сможешь, я уже умерла однажды. Это не страшно, а вот что страшно — смотреть, как твои внуки зовут меня бабушкой и не знают, кого именно». Вера засмеялась, стекло задрожало. Андрей вышел из клиники, на улице было солнечно, тепло, пахло весной. Он достал телефон, набрал номер Кати. «Папа», — сказала девочка, — «а когда мама вернется?» «Скоро», — ответил он, — «обещаю». Он не знал, когда, и не знал, кто вернется, Вера или та, что живет под землей 1000 лет. Но он знал одно — Мид не умирает, он ждет в песке, в крови, в детских снах, и однажды он позовет снова. Андрей сел в машину, завел двигатель и уехал. В зеркале заднего вида маячило здание клиники. В окне на 3-м этаже стояла женщина с черными глазами. Она улыбалась и махала ему рукой.